Здравствуйте, мои дорогие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И сегодня я буду говорить о 80-м дне с тех пор, как от нас ушел Ваня. Это произошло 1 мая. Ну, круглая дата, не сказать, чтобы юбилей. Наверное, я бы лучше бы считала дни от его дня рождения, там, от каких-то других светлых событий, а не от его ухода. Но, к сожалению, не мы выбираем. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как прошел мой день и какие мысли ко мне пришли. Видите, я вот сейчас извиняюсь, я сижу, пытаюсь сидеть, чтобы не видно было, что за мной лампочка, чтобы все-таки в кадре был более-менее какое-то внятное построение. Поэтому я сижу так, знаете, как в мультфильме. Эта картина у нас очень нужная, она у нас дырку в стене закрывает. Это Простоквашино. Вот я здесь тоже так сижу для того, чтобы закрыть с собой бра на стенке, потому что, ну, никак я не могла Ванькину фотографию убирать не хочу ни в коем случае. Вот. Сегодня, как вы видите, я нахожусь в другом месте. Это мы в нашем летнем доме на даче. Почему говорю летний дом? Потому что у меня же как канал переводится. И я обратила внимание, что как только его не переводят на другие языки, и домик, и домишка, и маленький домик, и халупа, там и чего только нет. То есть слова дача нет такого прямого перевода, автоматического перевода на другие языки. Поэтому я, так сказать, уточняю. И сегодня мы приехали на дачу, мы с мужем. Мы приехали по отдельности, потому что ему нужно было приехать раньше. Сюда приезжали мастера. Мы тут заводили к Сашиной свадьбе определенные ремонты, делали небольшие, ремонт небольшой, что-то планируем дальше. В общем, он приехал рассчитываться с мастером, а я приехала позже, потому что у меня был сеанс с психологом, и мы с Джеком приехали. И как я, собственно, и думала, день оказался не слишком простым. Во-первых, мы впервые оказались на даче вдвоем. До этого времени Лаци, мой муж, либо приезжал встречаться с мастерами и старался вообще в дом не заходить. Один раз, когда он ночевал здесь, ему и было не очень хорошо. А потом мы были здесь вместе, но у нас были Саша с Настей и Вика, то есть все приехали в один день, и мы практически не были предоставлены сами себе. И все. А сегодня мы вдвоем, Саша с Настей приедут только завтра. И нас накрыла вот эта тишина, которой раньше в доме у нас, когда был Ванька, не было. Потому что Ванька очень, кто его знает, кто его знал, они знают, что это очень, у него очень красивый голос был, такой, знаете, глубокий, как у нас женщина была одна, которая работала на телевидении, она говорит, вот есть такие люди, у которых от природы поставленный голос. Его всегда в школе использовали для декламации, для таких, я его тоже использовала для каких-то длинных ролей, потому что у него прям вот и актерские способности были, и вот действительно голос был поставлен так, что ну прям вот его чуть-чуть подучи, и будет второй Левитан. И он очень такой шумный всегда был, то есть периодически у меня аж в ушах от него звенело, особенно в подростковом возрасте, когда он не мог еще голосом управлять, то есть он всегда был страшно шумный. То есть, Ваня, ну не ори, ну невозможно же просто. Но потом он, конечно, научился и шепотом говорить, и тихо говорить, но это, в общем, он такой достаточно эмоциональный, как и я, поэтому нам сложно бывает периодически. Я тоже ору иногда, но не в смысле кричу, ругаюсь, а в смысле говорю громко. И вообще, кстати, русские говорят громче венгров, поэтому бедным венграм приходится периодически прикрывать уши от нас. И, в общем, приехали мы, ну, пока разгрузились, пока то все. Я уже после сеанса с психологом приехала вечером. И вот эта вот тишина, которая нас накрыла, мы пошли гулять с Джеком, и шли почти молча, что-то разговаривали, то есть не то, что была такая мрачная тишина, не то, что мы там поссорились, нет, абсолютно, но вот это, знаете, когда ты очень громко думаешь, то есть я прекрасно понимала, о чем думает он прекрасно понимал, о чем думаю я, говорить об этом тяжело, просто невозможно, потому что, конечно, всем бы хотелось, чтобы с нами был Ваня, или хотя бы, чтобы он был в другом месте. Мы, собственно, оба понимаем, что он в другом месте, но мы же люди все равно. То есть все равно нам его не хватает здесь, на нашем простом физическом уровне. Хотя ощущение у него и у меня есть, что Ваня жив, но не с нами. Вот.
Вот, и вы знаете, да, и одна подписчица сегодня, или подписчица, женщина, которая смотрит мой канал, я не буду говорить ее имя, потому что она не давала мне на это разрешение, но она прислала мне адрес канала в Инстаграме, который как раз посвящен говорению о смерти, то есть проживанию горя. Но там немножко, насколько я этот канал не сильно изучала, у меня не было времени, я посмотрела его, и я в описании дам на него ссылку. Не потому, что я его рекламирую, то есть я его сегодня увидела первый раз, как и у этой женщины тоже никакой заинтересованности в этом канале нет. Но это канал, в котором там 24 с лишним подписчиков, 24 с лишним тысячи подписчиков. И они обсуждают, кто как переживает горе. Но у них немножко такой акцент, насколько я понимаю, на искусство. Там я посмотрела пару постов, когда показывали, кто-то рассказывал о том, как вот у него близкий умер, и какая книга ему помогла. Кому-то помог фильм, кому-то помогла лекция, кому-то помогла картина, которую он написал. Плюс, я так понимаю, что там обсуждаются какие-то разные техники горевания, не техники горевания, а техники помощи при горевании. Поэтому я помещу туда ссылку, вы сами разберетесь, насколько вам она будет полезна и будет ли она вам интересна. Потому что я обещала, что всеми необычными, всеми интересными вещами я буду с вами делиться. И если мне что-то поможет, я тоже вам обязательно расскажу. И вот когда я стала листать этот канал, мне, знаете, вдруг вот бывает, когда проясняется в голове. Я думаю, боже мой, я сейчас веду канал о смерти. Я сейчас смотрю Инстаграм-канал тоже о смерти. Все мысли сейчас у меня уже 80 дней как о смерти, а до этого они были в страхе смерти. И вдруг я вспоминаю, что я с самой ранней молодости занималась этой темой. Меня она очень интересовала. Я в своих ранних стихах, я немножко баловалась этим, в университетские годы, тоже у меня там очень активно присутствует тема смерти. То есть как бы не в смысле я хочу умереть, не с суицидальной точки зрения, а именно попытка осознать смерть как явление. И моей темой дипломной работы на филфаке была тема любви и смерти в творчестве Ади Эндре. И я сравнивала, это символист очень известный венгерский, я считаю, что совершенно потрясающие, талантливые у него стихи, его совершенно вполне можно поставить на одну ступеньку с Блоком, например, моим любимым. И я его там как раз сравнивала с нашими русскими символистами. Это тоже Серебряный век, как и Блок, как и Цветаева, там, и Ахматова, и многие другие. И я так думаю, боже мой, то есть получается, что вот это как бы, знаете, жизнь, опять же, Бог, мироздание, судьба, Вселенная, я не знаю, дает нам какие-то знаки. И они, ну, я думаю, что далеко у меня родители все говорят, слушай, что ты какую-то странную тему себе выбрала, тема-то страшноватая такая. А вот получается, что я, честно говоря, не думаю, что я накликала себе вот то, что со мной сейчас произошло, а скорее это какая-то тема, которая меня в какой-то степени сопровождает по жизни. И настолько интересно, что это все предначертано. И я еще вспомню такую очень интересную историю, которая никак не относится к смерти, слава богу, давайте хоть иногда не об этом говорить, но тоже говорит о том, что вот насколько-то мы получаем информацию в молодости о том, что будет с нами потом. Я, когда в старших классах школы училась, я училась на курсах Министерства иностранных дел, на курсах английского языка. И при этом я ходила в одну из лучших спецшкол английских Москвы. И язык я знала хорошо, и я закончила с отличием эти курсы. Они вообще-то были 5-летние, но я на них училась только 3 года, меня сразу взяли на 3-й курс, поэтому я училась там 8, 9, 10 классы. И получила диплом переводчика, полноценного переводчика с английского языка. И вот представьте себе, нас там гоняли, конечно, как сидорову козу, то есть очень у нас была преподавательница, я просто вот ей памятник бы поставила. Она настолько относилась хорошо к своим обязанностям, что вот, например, я плохо читала, дикция у меня была плохая при чтении. И она отдельно со мной оставалась и заставляла меня читать тексты урока, и до тех пор, пока меня не отпускала, пока я не начинала делать это хорошо. И благодаря ей я потом и в церкви читала, когда было некому читать, и вообще занимаюсь публичной деятельностью и говорением, скажем. Потому что она полностью переформатировала мою дикцию, скажем.
если можно так сказать, переформатировала мою дикцию. Фифект фикции, да, у меня был, а сейчас нету. И представьте себе экзамен. Экзамен наш состоял, не было никаких тестов еще в свое время, это был 84 год. Экзамен состоял из нескольких блоков, то есть ты там должен был разговаривать, ты там должен был слушать, ты там должен был давать теорию грамматики, практику грамматики, и ты должен был писать сочинение, и не эссе, а именно сочинение, и все там же, это там несколько часов шел экзамен, и нам еще давался текст, который мы должны были прочитать, и потом об этом тексте мы должны были разговаривать с экзаменационной комиссией. Честно вам сказать, после вот этого подхода вступительные экзамены в МГУ по английскому были для меня абсолютно просто вот настолько лайтовым вариантом, что родители рассказали, там подглядывали, как я сдаю экзамены, я так, знаете, развалившись нога на ногу, потому что я слышу вообще ни о чем. А нас там, конечно, очень гоняли. А я шла на красный диплом и вышла таки на него. И вот представьте себе экзамен. Всем даются тексты. Я слышу там, у кого текст про, там, я не знаю, отношения родителей в семье, у кого-то тест про, там, про любовь, Ромео и Джульетту. Не тест в смысле, а текст про Ромео и Джульетту. У кого-то там текст про шопинг. То есть у всех совершенно адекватные тексты. И я единственный человек, который получает текст о махинациях с акциями Панамского канала. То есть там подробненько на экономическом языке описывается вся технология там, регистрации акционерного общества, какие акции они создали, как это продавалось, в каких местах, как они обманывали вкладчиков, как выводили деньги. То есть для меня это в тот момент, 84 год, Советский Союз, для меня это было абсолютно китайская грамота, я вообще не знала, что такое акционерное общество. Мне немножко помогли педагоги, чтобы просто объяснили мне, что такое акционерное общество, чтобы я поняла. И с горем пополам я этот текст поняла и прочитала. И что вы думаете? Спустя там 10 лет наша компания начинает регистрировать компании в англосаксонских странах, а у них там очень принята форма акционерного общества. И там я изучаю все перипетии того, как регистрируется акционерное общество, какие акции бывают, что бывают на предъявителе, бывают именные, бывают зарегистрированные, бывают делимые, неделимые, с правом голоса, без права голоса. То есть я практически на коленке изучаю весь этот раздел, потому что у нас регистрируются такие компании, очень часто, очень крупные компании у нас к нам приходили, и мы делали для них различные филиалы, скажем, в мире. И я должна была мы работали с юристами в разных странах, то есть с юристами в англосаксонском праве, в континентальном праве. И я это все должна была освоить, разговаривать на английском, на венгерском, на русском языках именно на эти темы. Но вы представляете себе, что в 1984 году, когда я вообще не знала ничего о юридических формах компании, когда мне было только 16 лет, попадает текст единственный из всей группы. А мы как раз регистрировали компании в Панаме тоже. И в том числе акционерные общества. То есть там практически все компании в англосаксонском праве, за редким исключением, они акционерные общества на самом деле. Бывают закрытого типа, бывают открытого типа. Но вот представляете себе, какая ниточка протягивается вот от меня к тогдашней, к моей судьбе поздней. Та же самая история с картинами. Я не была художником никогда, но я помню, что я выстаивала многочасовые очереди, когда приезжал какой-то, привозили выставку какого-то известного или там не очень известного художника. Я помню, как мне нравились работы там Марка Шагала, Константина Васильева, и там, люди проходили равнодушно мимо каких-то работ, а я там замирала, и меня просто я погружалась в какой-то совершенно другой мир. То есть настолько мы в юности уже получаем эти знаки, что потом становится даже немножко страшно. То есть что ты должен, тебя судьба готовит к тому, что тебя ждет, а ты на это не обращаешь внимания и понимаешь только потом. Но это, знаете, такое философское размышление. Спасибо огромное женщине, которая меня на него вывела. Мне самой нужно сейчас об этом думать, и это мне очень интересно. И, кстати, если говорить о моем увлечении темой смерти, то там же символисты никогда не говорили о смерти как о конце. То есть смерть она подруга жизни, она бок о бок идет с ней, и
и любовь родственна смерти, и там очень глубокая философия, к которой я сейчас прихожу, оплакивая своего сына, потому что я не могу согласиться, я не чувствую того, что человек умирает, любой, не только мой сын, и поэтому всем, кто мне пишет комментарии, что вот у меня ребенок умер, и я все плачу, говорю, давайте с вами обнимемся, поплачем вместе, но наши дети нас видят, они нас любят, они за нас переживают, они за нас молятся. Молитесь вашим детям, потому что они... И, вы знаете, тут ничем испортить-то невозможно. Попросите их за вас помолиться. Если они смогут помолиться, не смогут, не помолиться, то есть вы ничего не теряете. Вот. И еще, конечно, был у меня замечательный сегодня, он тяжелый всегда, сеанс у психолога. Я, наверное, где-то, вот она сказала, что мы 8 июня с ней встречались, да, то есть прошло много времени. Мне казалось, что совсем недавно я с ней встречалась, а уже почти 1,5 месяца как. Я ей рассказала про канал, рассказала, что со мной произошло. И вот получается, что психолог – это единственный человек, с которым я могу свободно разговаривать о том, что я чувствую. С вами тоже могу, потому что это канал, посвященный этому. Я вас не вижу, и поэтому я могу себе иногда позволить там и слезу пустить, хотя стараюсь этого не делать. То есть я все равно и с вами держу лицо. А с ней мне не нужно держать лицо, потому что она профессионал, и я понимаю, что я к ней пришла именно для того, чтобы открыться. И, собственно, только с ней я могу это сделать 100%, не боясь повредить ей. Потому что она имеет опыт, она знает, как защититься от такого рода вещей. И она имеет очень большой опыт. И она вообще человек солнца, то есть человек просто от встречи, с которого потом испытываешь очень долго тепло и радость. И вот я обратилась с ней вот с той же самой дилеммой, то есть просто не обратилась, а просто рассказала о том, что у меня постоянная дилемма, что, во-первых, когда я плачу, мне самой от этого плохо, мне не нравится, когда я плачу, потому что мне и перед Богом стыдно, и перед Ваней стыдно, и вообще я себя чувствую плохо, поплакав, то есть как бы не очень. И про то, что как я могу вообще плакать, если я верю в Бога и верю, что Бог его забрал для лучшей участи. И, в общем-то, она сказала мне, потому что вы обычная земная женщина, потому что вы, вот если у меня ребенок далеко, он даже может быть вот сейчас где-то в другом месте, я все равно могу по нему плакать, потому что я его не вижу. И это нормально, и Богородица плакала, когда Христа распяли, и Христос плакал, когда умер Лазарь. То есть человеческая природа, она подразумевает слезы. И когда люди плачут вместе, они друг другу открываются в большей степени. И помните, я говорила об этом в моем опыте, о том, что когда мы с сыном вместе плакали, это была какая-то очень большое сближение, и мы оба могли высказать свои настоящие чувства. Но это сложно. Вот для меня это пока очень сложно принять, потому что я вот этот покер-фейс держу на самом деле в течение всей жизни. Я своих истинных чувств стараюсь не показывать. Имеется в виду, когда это касается слез. Там в лагере я могла рассердиться, но надо сказать, что никогда не до безумия, а именно очень контролируя себя, в том случае, когда мой гнев мог принести какую-то пользу. И только тогда я могла это делать в педагогических целях. То есть там наругаться, но не просто потому что, меня вот разозлили. Поэтому вот этой мысли, о которой, это вот, извините, у меня Джек бегает вокруг, и вот он меня треногу периодически шатает. Так что вот эти мысли у меня были сегодня, и после сеанса с психологом, после того, как я, конечно, и поплакала немного, и вот это ощущение, что я говорю, что вот хочется уже, так хочется, чтобы эта боль прекратилась, хоть на час, хоть на какое-то время. Я так устала от того, что она все время присутствует. Ты все время себя контролируешь, ты все время себя держишь, ты все время себя отвлекаешь, ты все время себя стараешься увлечь чем-то, чтобы мысли не ходили туда, куда ты не хочешь, чтобы они ходили. Чтобы ты вспоминал своего ребенка, но не плакал при этом. И нет средства, которое поможет. Вот нет. Вот эта боль, она будет, и вот нет от этого лекарства. Знаете, хочется выпить розовую пилюлю и просто отдохнуть немножко от этой боли. Но, к сожалению, наша психика устроена не так, и нужно стараться из этой боли выжать максимум, в том плане, что для своего развития, для творения добра, для принесения, вот знаете, как вам сказать,
притворить боль в радость каким-то образом. Пусть не в радость для себя, а в радость для других. Потому что, когда ты даешь свет другим, отражаясь, он касается и тебя тоже. Я это очень хорошо чувствую вот сейчас по каналу. Потому что мне иногда бывает очень тяжело вам рассказывать что-то. Но ваш свет, я вам что-то даю, я вам пытаюсь дать что-то хорошее, доброе, светлое, как мне кажется. Я могу быть не права, но от вас я все равно получаю столько тепла, что вот этот свет, отраженный, наверное, он касается и меня, и лечит и меня тоже. И вот это такое ощущение взаимопомощи, взаимовыручки. И еще такой момент, что я сейчас начала снимать свой второй канал. Вчера я записала еще одно видео по поводу, вводное видео. Там я буду рассказывать о симптомах болезни не в плане индивидуальных Ваниных, а вообще на что стоит родителям и близким обращать внимание. То есть там будет канал практических вещей. Как с моей точки зрения, какие есть идеи, как можно бороться с медицинским сообществом, не бороться, кого слушать, кого не слушать, как реагировать. Там будут какие-то и духовные, вот для меня духовные советы, которые я получила и которые я притворяла в практику. Там будут и какие-то чисто практические вещи, там, как подбирать витамины, как подбирать рацион, как ухаживать за раной. То есть вот для тех людей, которым это нужно. И там уже не будет привязки к дням, но я вам уже могу сказать, что я понимаю, что этот канал мне дастся намного тяжелее, потому что мне легче думать о тех временах, когда Вани уже не было, чем о тех временах, когда он болел. Потому что там было столько травматичного, там было столько... Вот я верующий человек, но я никак не могу побороть в себе гнев. Есть несколько людей, на которых я очень сильно сержусь. И это очень плохо, потому что это меня на самом деле обессиливает. Им-то они не знают об этом. Но я не могу отпустить это, потому что это были люди, которые могли помочь и не помогли. Просто потому что не захотели, просто потому что не вслушались, потому что не захотели подумать, не захотели посмотреть симптомы. Или просто люди, которым было легче отмахнуться. И вот эта работа тоже, я сегодня, когда обратилась к психологу, вы знаете, мне прям вот это мешает. Она говорит, знаете, не пришло время. Просто не пришло время. Дайте себе время к тому времени, когда вы созреете. Прошло еще очень мало времени после ухода Вани. Конечно, у вас все бурлит. Это слишком свежая рана для того, чтобы ее под нагрузку совать. То есть как бы дайте себе зажить, дайте этой ране зажить. И потом в свое время придет время для прощения тоже. Это, безусловно, не мнение священника, да, но я могу сказать, что мнение священника, конечно, понятно, какое будет. Мы молимся Богу, что прости нам согрешения, так же, как и мы прощаем согрешения других людей. То есть, если я кого-то не прощаю, получается, что меня тоже не простят. Но вот есть такие ситуации, когда вот этих людей я не могу сказать, что я их ненавижу. Если я их увижу больными и несчастными, я им помогу. Но у меня нет к ним добрых чувств, и у меня нет к ним прощения. И вот это меня, конечно, очень мучает. Потому что были люди, которые нам помогали, были люди, которые делали больше даже, чем они могли, а были люди, которые по долгу службы должны были нам помогать и не помогали. Я не буду называть на этом канале никаких имен, безусловно, я буду говорить просто в общем и целом, с чем мы столкнулись. Но да, я понимаю, что мне предстоит достаточно тяжелое время, но я считаю, что оно нужно обязательно, потому что когда ты оказываешься один на один с диагнозом, один на один с медицинской системой здравоохранения, то ты чувствуешь себя абсолютно одиноким и разбитым, и ты не знаешь, что тебе делать. Поэтому уж если я работала с этим 2 с лишним года, то я должна этим опытом поделиться. Вот, мои хорошие, конечно, это связано с огромным количеством технических трудностей, как всегда, потому что это не так просто все. Но я думаю, что я справлюсь. Я думаю, Господь недаром мне дает эти мысли, и я думаю, Он же мне и поможет на самом деле. Так что вот так, мои друзья, сегодняшний день прошел так. Спасибо вам огромное за внимание. Я вас еще раз благодарю за то, что вы есть, за то, что вы пишете мне, за то, что вы меня поддерживаете и
просто мы с вами вместе, мы с вами живое сообщество, такое же, как у нас есть художественный клуб, мы с вами живое сообщество, где мы друг другу с вами помогаем, мы друг друга вытягиваем. И мы стараемся, мы вытягиваем себя от темноты в свет. Желаю вам всего самого-самого-самого хорошего, меньше горя, больше радости, больше терпения, больше, может быть, иногда даже забытия. Чтобы было, просто чтобы вам всем было хорошо, ребята. Я так этого хочу. Я вас всех крепко-крепко обнимаю. И до свидания.